Добрый день. Интубация трахеи – одна из важных манипуляций в экстренной медицине. Проблема в том, что сотрудники скорой помощи в среднем выполняют ее крайне редко, а значит, навык не поддерживается и утрачивается. Как сделать так, чтобы очередная попытка интубации была более успешной? Сейчас расскажу. На ProSMP. Поехали. Сходу пропустим разговор про тренировки, подготовку оборудования, чек-листы и все вот это вот. Ролики про это уже есть на канале, ссылки добавлю в описании. О чем же тогда говорить, спросите вы? А я отвечу. Помощь ассистента. Адекватная помощь во время интубации может значительно увеличить успешность процедуры и попутно снизить риски осложнений. Кто будет помогать? Ваш коллега. Да, надо сказать, что далеко не все сотрудники знакомы с описанными далее методиками. Так что стоит их обучить до того, как вам потребуется помощь. Покажите им это видео, чтобы не столкнуться с тем, что коллега во время интубации не понимает, что вы от него хотите. Итак, начнем с подготовки к ларингоскопии. Первое, что нам поможет, это правильное положение пациента. Я не сомневаюсь, что вы все помните про улучшенное джексоновское положение. Однако у пациентов с ожирением это работает немного не так. Из-за большого количества мягких тканей в области спины голова и шея такого пациента будут разогнуты. Сама голова тяжелая, и удерживать ее на клинке ларингоскопа не лучшая идея. Большое количество мягких тканей в области груди будут оказывать дополнительное давление своим весом, приводя к краниальному смещению структур гортани, еще больше осложняя ларингоскопию. Наилучшее положение такого пациента – это приподнятый головной конец с одновременным разгибанием головы так, чтобы наружный слуховой ход и угол грудины были на одном горизонтальном уровне. При плановой интубации в больнице можно заранее соорудить под спиной пациента соответствующую рампу из сложенных простыней. Если пациент лежит на скоропомощной каталке, можно поиграть с наклоном спинки. Однако, если вы интубируете в квартире или на улице, и интубация экстренная, можно воспользоваться ассистентом или даже двумя. Помощники берут пациента за запястье, приподнимают его и удерживают в этом положении. После этого ларингоскопия будет более успешной, так как визуализация голосовой щели упростится и улучшится. В некоторых других ситуациях ассистенту придется фиксировать голову, чтобы она не поворачивалась на бок. Или вообще выполнять ручную стабилизацию шейного отдела позвоночника в течение всей процедуры интубации. Ну что ж, клинок в руках у интубатора, начинаем ларингоскопию. И тут нас ждет еще одна проблема. Пациент с полным желудком. В ответ на ваши манипуляции может возникнуть рвота, или просто регургитация желудочного содержимого. Опять ассистент окажется как нельзя кстати. Он может выполнять так называемый прием Селика, то есть надавливать на перстневидный хрящ. Вспоминаем анатомию гортани. Там, где находится кадык, это щитовидный хрящ. Движемся вниз. Первый провал – это перстнещитовидная мембрана или коническая связка. Именно ее мы пересекаем при коникотомии. Под этой мембраной расположен еще один хрящ, перстневидный. У него есть задняя стенка, то есть он выглядит как такое кольцо или как трубка. Если надавить на него в дорсальном направлении, то есть в сторону спины пациента, то можно сжать пищевод между задней стенкой перстневидного хряща и позвоночником. Пищевод не имеет жесткого каркаса, поэтому такое действие позволяет его полностью пережать. Давить надо сильно. Примерное усилие будет около 5 кг. Однако у приема Селика есть несколько отрицательных моментов. Во-первых, это не стопроцентная защита от желудочного содержимого, тем более при активной рвоте. Во-вторых, прием Селика достоверно ухудшает визуализацию и поиск анатомических ориентиров при ларингоскопии. Пользоваться или нет, решать вам. Кстати, на щитовидный хрящ, это который с кадыком, давить бесполезно. У него, в отличие от перстневидного, грубо говоря, нет задней стенки, и при надавливании на него пищевод пережать не получится. Что ж, пациент в нужном положении, с рвотой борется ассистент, а вы начинаете ларингоскопию. Первое, что нам нужно сделать, это найти анатомические ориентиры. Будем искать надгортанник и голосовую щель. Чтобы улучшить обзор интубатору, есть пара приемов. Первый – это оттягивание правого угла рта в сторону.
Вы помните, что при ларингоскопии интубатор клинком оттесняет язык влево, а ассистент может вставить палец в правый угол рта и оттеснить мягкие ткани вправо. По личной практике такое действие значительно улучшает визуализацию и упрощает поиск анатомических ориентиров, особенно у пожилых пациентов. Кроме того, это пригодится при заведении эндотрахеальной трубки, об этом чуть позже. Второй маневр, который поможет с визуализацией, в англоязычной литературе называется BARP-маневр. К сожалению, я не нашел русскоязычного аналога, так что BARP. Это аббревиатура от слов backwards, uprights, rightwards, pressure, то есть давление назад, вверх и вправо. Да, все направления даны относительно тела пациента. Почему это работает? Потому что вы клинком смещаете структуры ротоглотки и гортани. Если вы не видите голосовую щель, то чаще всего она находится от вас сверху слева. BARP-маневр как раз позволяет вручную переместить ее на линию обзора. Как он выполняется? Ассистент уже выполняет маневр Селика одной рукой. Этой же рукой он смещается с перстневидного хряща на щитовидный хрящ, обхватывает его пальцами с обеих сторон и смещает его назад, то есть в сторону спины пациента, вверх, то есть в сторону головы пациента, и вправо, то есть в сторону правой руки пациента. Желательно, чтобы интубатор положил свою свободную руку сверху руки ассистента, чтобы направлять и дозировать давление. Остановите ассистента в нужном положении. Ассистенту стоит зафиксировать это положение и оставаться в нем до команды интубатора. BARP-маневр выполняется одной рукой, так что второй рукой можно продолжать оттягивать правый угол рта пациента в сторону. Однако прием Селика во время выполнения этого маневра невозможен, так что интубатор должен быть готов к регургитации желудочного содержимого или рвоте у пациента. Про методы борьбы с желудком расскажу как-нибудь в другой раз. При интубации трахеи в условиях скорой помощи есть еще одна интересная опция. В больнице, конечно, тоже можно повторить, но там это не очень нужно, так как есть дополнительное оборудование и вот это вот все. При работе на скорой интубация далеко не всегда выполняется в оптимальном положении. Чаще всего это неправильное положение пациента и крайне неудобное положение интубатора. Это может привести к тому, что при поднятии мягких тканей клинком ларингоскопа требуется очень большое усилие. Тут опять может помочь ассистент. Следующее действие проще всего выполнять, когда ассистент стоит над пациентом. Интубатор заводит клинок в нужную позицию. Ассистент тоже берется за ручку ларингоскопа и оттягивает ларингоскоп на себя. Таким образом, ассистент помогает поднять мягкие ткани клинком, облегчая работу интубатора. Интубатору не следует отпускать ларингоскоп, так как помощник не видит, где там голосовая щель, сместился ли клинок и вообще. Интубатор все так же продолжает командовать процессом и попутно направляет клинок. Однако ларингоскопию в таком варианте проводить чисто физически намного проще. Движемся дальше. Интубатор нашел анатомические ориентиры. С этого момента он не должен терять голосовую щель из виду. То есть не надо отворачиваться, смотреть, что там на мониторе, тянуться за оборудованием и так далее. Нашел голосовую щель, не упускай из виду, иначе придется опять ее искать. Это больше касается неопытных интубаторов, так как ручные навыки у них еще не на высшем уровне, и зафиксировать руку в нужном положении они чаще всего не могут. Повернулся, а рука с ларингоскопом сместилась. Опять поможет ассистент, который подаст эндотрахеальную трубку. Тут опять есть небольшой элемент командной работы. Все привыкли держать трубку по-разному. Чаще всего трубку берут двумя пальцами, вот таким образом. Так ее проще всего держать и контролировать. Интубатор должен, не отвлекаясь от голосовой щели, отвести руку в сторону в таком положении, а ассистент должен вложить трубку интубатору в руку сразу в правильном положении, чтобы ее не пришлось потом перехватывать, крутить и так далее. Если необходим аспиратор, то опять же не интубатор начинает искать аспирационный катетер, а ассистент вкладывает ему катетер в руку. Если выполняется интубация с бужом, то ассистент подает буж и продвигает трубку по бужу до ротовой полости. Дальнейшее продвижение трубки – задача интубатора. При этом помощник удерживает буж, по которому продвигается трубка. Однако даже при отличной визуализации голосовой щели можно заблокировать линию обзора самой трубкой во время попытки интубации. Этого можно избежать, вводя трубку из крайнего правого угла рта, удерживая трубку ниже линии зрения,
пока ассистент оттягивает губу. Трубка будет закрывать обзор только в конце своего пути, когда, по сути, ее останется только ввести в голосовую щель. Трубка в пациенте, интубатор убрал ларингоскоп. Что дальше? Пока интубатор удерживает трубку в нужном положении, ассистент раздувает манжету, выполняет сонацию трахеи и подключает дыхательное оборудование. Раздутая манжета недостаточно надежно фиксирует трубку, так что отпускать ее до момента окончательной фиксации нельзя. Про отличные методы фиксации эндотрахеальных трубок у взрослых и детей есть отдельный ролик. Ссылку добавлю в описании. Но я призываю вас, до момента фиксации удерживайте трубку правильно. Трубку надо держать с обязательным упором кистью или пальцами на пациента. Не надо держать трубку только за трубку, без какого-либо упора. Она точно сместится. И хорошо, если сместится вглубь, а не произойдет непреднамеренная экстубация. Обопритесь основанием ладони или пальцами на пациента. Это позволяет избежать даже минимального смещения. Даже при перемещении пациента. Кто дальше будет удерживать трубку при фиксации, интубатор или ассистент, не принципиально. Лично мне проще, чтобы держал помощник, пока я буду вязать узлы вокруг трубки. Ну и последнее. Тренируйтесь. Тренируйтесь на манекенах, тренируйтесь работе в команде, пробуйте себя в роли интубатора и ассистента. Без тренировок ваша теория не сработает на практике, потому что вы ее просто забудете. Теория без практики не работает. Кто хочет почитать статьи по теме или поддержать нас материально, может смело переходить на сайт Boosty. Там мы не только выкладываем дополнительные материалы, но еще публикуем аудиоверсии наших роликов, всякие таблички, шпаргалки и вообще. Переходите, подписывайтесь. А на сегодня это все. Хорошего вам дня и до новых встреч.